Кто поможет бизнесам, попавшим в расстрельный список предприятий? Ждет ли Лукашенко международный трибунал? И как культурная солидарность помогает найти что-то хорошее в каждом дне? В новом выпуске прямо сейчас. В прошедшие выходные в стране прошел марш Народного трибунала. Прямо скажем, привычного воскресного марша не вышло. Формат остался дворовым, и митинг, который охватил многие города Беларуси, не выглядел очень уж массовым. Но это только видимость. Согласно платформе «Голос», которая считает всех выходящих на прогулки, поддержать трибунал вышло более 135 тысяч человек по всей стране. Не так уж и мало, правда? И это, кстати, не единственный итог инициативы штаба Светланы Тихановской. Какими же еще успехами могут поделиться авторы Народного трибунала? Узнаем у политолога и советника Тихановской Александра Добровольского. Я правильно понимаю, что главный итог – это создание единой книги регистрации преступлений и первые уголовные дела? Единая книга регистрации преступлений сейчас стала таким инструментом, который позволит покончить с безнаказанностью. И те люди, которые подвергают пыткам белорусов, безоружных, мирных, они сегодня уже могут подвергаться преследованию, например, в виде включения их в списки Интерпола, потому что эти все сведения, которые попадают в книгу, они проверяются профессионалами, и они станут основой для возбуждения уголовных дел пока за пределами Беларуси, а в будущем и в Беларуси. Некоторые из них уже под санкциями, некоторые будут под санкциями. По делу Хорошина там 12 человек проходит. Некоторые опознаны, некоторые пока нет, но готовятся к подаче и другие дела. Подготовлены документы в Чехии, 8 дел, 11 дел подготовлены в Польше. И я думаю, что где-то до 10 дел в ближайшее время будет подано в Литве. Дальше процесс пойдет легче, потому что будет уже понятно, как действовать, и правоохранительные органы будут действовать уже по схеме, которая будет выработана. Но еще раз повторю, что наша главная цель, чтобы процессы произошли в Беларуси. Для этого нужно добиться перемен в Беларуси и тогда привлечь к ответственности тех людей, которые думали, что они могут удовлетворять свои садистские наклонности безнаказанно. Но ведь для того, чтобы наступили перемены, нужно, чтобы трибунал настиг не только пособников режима. А что насчет самого Лукашенко? Возможно ли это вообще? Стоит ли надеяться на Гаагу? В Гааге находится Международный уголовный суд. И для того, чтобы он рассматривал дела, касающиеся Беларуси, Беларусь должна была подписать и ратифицировать Римский статут, который позволяет это сделать. Беларусь, конечно, этого не сделала, поэтому вот так напрямую просто решить эту проблему невозможно. Но очень возможно международное расследование, особенно если будут продолжаться вот такие репрессии, то уже вероятность его повышается. И возможен международный трибунал ad-hoc, который может быть создан в результате очень серьезных продолжающихся нарушений прав человека в Беларуси. Нарушения продолжаются, если они будут иметь очень серьезный характер, то такой трибунал тоже может быть создан. Конечно, если сделать его под эгидой ООН, то в Совете Безопасности мы ожидаем, что Россия заблокирует, возможно, Китай, и это очень сложно. Но есть другие юридические механизмы, которые могут быть использованы, и уже есть опыт таких судов по Сирии, например. Мы изучаем, и работает целая международная группа юристов. Я думаю, что эти варианты тоже могут быть использованы. Так что Народный трибунал еще не закончен. Будем верить в то, что его итоги удовлетворят большинство белорусов. О том, как дождаться справедливости предпринимателям, попавшим в расстрельный список режима, далее.
В этом году по бизнесу и частным предпринимателям ударили сразу две беды. Сперва коронавирус, а потом и политический кризис. Те, кто выстоял в условиях пандемии, попали под репрессии после выборов за забастовки и активную гражданскую позицию. Кого-то нелегитимная власть обложила штрафами и измучила проверками, а некоторые предприятия просто закрыли. Но хорошая новость в том, что и до бизнеса добралась народная солидарность. А недавно в стране стартовал и новый проект – инициатива «За дело». Зачем она вообще нужна и чем полезна, расскажет член Координационного совета Максим Багрецов. Вы все знаете, наверное, когда у нас был один день забастовки, когда многие предприятия закрылись на один день, вот по сути это стал такой расстрельный список для предприятий. Коллеги решили, что в какой-то момент надо всю эту информацию собрать, во-первых, для того, чтобы это сохранилось для истории. Во-вторых, для того, чтобы потом вместе подумать, каким образом можно им помочь сейчас. Понимаете, что получается? В прессе сегодня мы знаем про большие случаи или про раскрученные бренды или рестораны. То есть вот все знают, что в один день закрылись там все заведения на прошлой неделе, к которым имел отношение Вадим Прокопьев, потому что это попало в новости, потому что это достаточно большие заведения. А когда мы запустили этот проект, то стали обращаться очень много людей из регионов. Самые простые, самые маленькие предприятия, которые в каких-то случаях не делали ничего даже публично, просто люди, которые в них работают, тем или иным боком выразили свою гражданскую позицию, и вдруг предприятие попадает под какие-то разборки, под какие-то репрессии. Поэтому, конечно, вот то, что Татьяна и коллеги запустили этот проект, оно сразу позволило им начинать собирать гораздо более широкий набор фактов. И протоколировать это, по сути, одна из главных вещей, что мы сейчас делаем на разных проектах, в разных информационных проектах, это в первую очередь сбор всех этих данных с тем, чтобы просто так потом это не ушло, не забылось, а все-таки попытаться решить это по справедливости и по закону. Вот я уже чувствую, как под роликом растет количество комментариев в духе «Ой, еще один список, ну сколько же можно?» Что ответите, Максим? Одну из вещей, которые я говорю своим коллегам, я говорю, вы могли себе представить год назад, например, в декабре 2019 года, что власть будет пытаться проводить Всебелорусское народное собрание, не будет знать, как это сделать, потому что опасно, вдруг не те люди придут, или вдруг соберется протест, или вдруг еще что-то, или что инаугурация будет проходить тайно. Поэтому вот я таким людям просто говорю, посмотрите на путь, который мы прошли меньше, чем за год, и давайте думать дальше, что мы можем делать, и как мы можем этот день приближать. Но давайте не будем сами себя, сидя на диване, деморализировать. Если мы возьмем то, что мы прошли за год, значит, за следующий год, за 2021, мы точно дойдем до той точки, когда эти данные понадобятся. Мы обязаны объяснять людям, которые сегодня нарушают закон, по приказу или по распоряжению, или еще по какой-то причине, нам нужно им напоминать, что это все эти факты, они собираются, и за это надо будет отвечать. Это очень важная часть нашей работы. Ладно, хорошо, список важен и нужен. Но что делать предпринимателям и бизнесменам вот прямо сейчас? Выживать до момента истины и торжества закона как-то да надо. Что насчет конкретной помощи? На негативе что можно сказать? Что, конечно, сегодня власти препятствуют любым мерам помощи и солидарности. Есть проблемы распределения помощи индивидуальной, есть проблемы даже организации. Вы знаете, самыми разными способами этому всему препятствуется. Есть моральная, мировоззренческая проблема. Кто-то попал под штраф, для предприятия 5000 рублей – это на самом деле большая сумма для общепита. При этом, если, допустим, мы даже им помогаем, ведь деньги-то идут прямо в бюджет обратно, так? И на эти деньги финансируется ОМОН. Поэтому проблема помощи предприятиям – это, безусловно, сложная проблема. Поэтому самый простой момент, опять же, по крайней мере, мы проявляем какую-то солидарность, собираем все эти факты, и дальше уже с каждым предприятием индивидуально какие-то люди пытаются связаться, поговорить и посмотреть, чем можно помочь. То есть вопрос, конечно, не праздный, так? Но и простых решений здесь, простых ответов нет. Но ответ «давайте мы все это простим», и не будем это записывать и протоколировать, это уже точно не ответ. Ага, значит, адресная помощь финансирует режим. Ну а какой же выход? Искать единомышленников. Очень важно объединяться в работающие ассоциации, реально обсуждать, что можно сделать.
Потому что одна из причин, почему можно успешно позакрывать какие-то рестораны, потому что если остальные рестораны продолжают работать, как ни в чем не бывало, то же самое касается магазинов, то же самое касается, то есть на самом деле сейчас время объединяться под вот в профессиональные ассоциации и дальше пытаться обсуждать и думать, каким образом можно двигаться и выживать вместе. Потому что вместе мы сила, по отдельности с каждым практически бизнесом можно разобраться. У текущей власти есть очень хороший опыт с тем, как по отдельности убивать тот или иной бизнес или прибирать к рукам, скажем так. Поэтому, конечно, самый главный мой совет вот этот. И дальше уже искать выходы из ситуации. Что мы на самом деле просто как бы в какой-то момент из тех вот групп, куда я вхожу, мы просто обсуждаем, каким образом можно помогать друг другу, понимая, что нет универсального решения, к сожалению, и сегодня под теми репрессиями, которые есть, нет простого решения. Что делать? Кто-то выбирает для себя вариант закрыть до лучших времен. Это тоже вариант, на самом деле, к сожалению. Кто-то выбирает для себя вариант, как у меня в цеху в IT, переехать. Тоже, к сожалению, вариант довольно популярный. Кто-то выбирает вариант продолжать функционировать, но тут вот уже люди обсуждают, каким образом они могут друг другу помогать. Ну, вы поняли. Объединяемся и идем дальше. От солидарности в бизнесе к ней же в культуре. О добром и вечном напоследок. Вот уже 3 месяца, как в стране появился фонд культурной солидарности. Ну, какая культура? Какие новые альбомы и клипы? Не до этого сейчас, в такие-то темные времена. А вот как раз сейчас самое время поддерживать творческих людей, уверен Сергей Будкин, который вместе с волонтерами фонда сумел помочь почти 200 музыкантам, художникам и другим деятелям культуры. И вот зачем. Без культуры няма, якби нас, да, то есть, в принципе, як нація. Без культури, ну, нічого не адбудзецца. То есть, і якраз у тым ліку з усведамлення там сябе беларусамі нарэшце гэтыя пратэсты якби разгарнуліся, да, калі людзі адкрылі, што ў іх ёсць свой герб, свой сцяг, свая музыка, свая паэзія. То есть, вот это вот абсолютно натуральнае шчырае здзіўленне людзей на дваравых нейкіх актыўнасцях, да, калі яны открыли для себя там белорусскую музыку. Вот поэтому наша мета как раз и была гучно заявить, что давайте рухать культуру разом, потому что от этого залежит наша будущее. Помощь, которую оказывает фонд, самая разная. Это не только финансирование творческих проектов, но и решение острых вопросов. Так, например, благодаря международной огласке удалось решить вопрос с органами опеки, которые хотели забрать приемного сына из семьи вокалиста хора «Уния» Олеся Шика. И это далеко не все успехи фонда. Правда, Сергей? Наша позиция не падтрымліваць людей как ахвяраў, да, то есть за то, что их сбили, а падтрымліваць их за то, что яны не скарыліся, что яны працягваюць дзейнічаць, писать там, не веду, песни, вершы, давать концерты и так далее. И для нас важно как раз знайсці фінансаванне, знайсці некую дапамогу для того, каб яны былі запатрабаваны, для того, каб яны свае ідэі ўвасобілі ў жыццё. Мы пачалі з онлайна памяці Романа Бандарэнкі, калі показывали концерт «Реквием» у Чырвоным касцёле, и все грошы сабраны пералічылі сям'і. Хору «Уния» дапамагалі таксама праз онлайн, удзельнікам гурта «Тон Кіхот», Паўлу Аракеляну, звольненым супрацоўнікам новага драматычнага тэатру. То есть, і вот эти вот мэтавыя некія кропкавыя такія трансляцыі, яны якраз і дапамагаюць сабраць пэўную суму, якая, ну, зараз вельмі неабходна, да, людзям, які ў цяжкім фінансавым становішчы. І вось просто зараз ідзе 2 персанальных збора на Фейсбуку на Олеся Дзянісава, гэта лідар гурта «Дзецюкі» і «Людзі на балоце», за якім стаіць яшчэ гарадзенскі андэграунд, то есть астатнія музыкі. Ён моцна пацярпеў падчас пратэста, але пры гэтым у яго шмат творчых ідэяў. Сілаў просто дапамагчы ўсім не хопіць, але мы спрабуем гэта нейкім чынам адолець, да, і закрыць хаця бы вот нашу сферу, так накрыть, я не ведаю, агарнуть дапамогай некай. Помог фонд вернуться на экраны и известному нескольким поколениям зрителей Маляванычу из культовой «Колыханки». Актер Александр Жданович теперь рассказывает сказки каждый день и помогает другим творческим проектам. Нас цікавіць далейшае, да, то есть, каб чалавек быў запатрабаваны, каб ён там не дэпрэсаваў, не сидел дома, просто нічога не рабіў. Таму нам важна як бы вот зматываваць да творчасці.
Таму паўстала такая ідэя аднавіць вобраз вось гэтага Маляваныча, які ўжо не існуе па факце там год 5, але вобраз яркі, і фактычна на ім цэлае пакаленне людзей выгадавалася, так. Таму мы прапанавалі такі калядны праект адвент. Кожны дзень новая казка, і вот просто праз 2 дні мы яго вот придумалі пры канцэрце з мінулого месяца, і праз 2 ці 3 дні былі здымкі ўжо на нейкай такой эйфарыі, все ухапіліся вось за гэту дабрыню, прычым ад Маляваныча нас ходзіць, он просто як бы гэты хвалі дабрыні, он настолькі пазітыўны, як бы сам па сабе чалавек, а вобраз яго яшчэ мякчэйшы, ну наколькі гэта магчыма. Вельмі часта пишут у комментариях: «Меня зовут Татьяна, я вельмі чакаю вашей казки, мне 22 годики». То есть это реально забрало, як бы, это наш казачный сериал, реально забрал не только детей, але их бацькоў, як бы, ці яшчэ тых, нават у каго няма дзяцей. І гэта вельмі прыемна чытаць, і гэты проект з 31 казкі, ён заўжды будзе актуальны, заўжды да яго можна звярнуцца, і вось он кожны там вечар 19:30, у 20:30 по беларускім часе выходзіць на YouTube-канале фонда беларускай салідарнасці і на Фейсбуку. І можна падтрымаць вот падчас таго, як, ну і пасля і перад, падчас таго, як адбываецца трансляцыя, падтрымаць як бы ахвяраваннем у фонд беларускай культурнай салідарнасці наш. І мы гэтых грошы, ну, па-перше, трэба акупіць тэхнічныя выдаткі, мы іх ужо акупілі, хаця праект яшчэ не скончыўся, потому что, ну, вялікая падзяка людзям за гэта. А далей гэты грошы ўжо ідуць на падтрымку нейкіх іншых праектаў, іншых людзей. І атрымліваецца, што Маляваныч ужо дапамагае нейкаму новаму праекту ажыццявіцца, мало таго, што он дапамагае там лечыць людзей фактычна, да. Ссылки на проекты Фонда культурной солидарности уже ждут вас в описании к выпуску. Смотрите, делитесь и поддерживайте белорусскую культуру. За ваши лайки, подписку и комментарии будет благодарен и наш проект «Маланка Медиа». Нас можно найти в Телеграме, Инстаграме и Фейсбук. Вместе верим, можем, переможем. До следующей недели и побольше нам всем хороших новостей.